Дорогие мои друзья, здравствуйте всем! Первым делом я хочу вас поблагодарить за ваши комментарии, за ваши лайки, за подписку, за отзывы, за вашу чуткость, доброту, за тот свет, который вы несете. Это, знаете как, это так наполняет. Я очень рада, если я вам отдаю хотя бы 10-ю часть этого тепла, которое вы даете мне. Большое вам спасибо. Дорогие мои, давайте мы сегодня с вами посмотрим расклад для знака зодиака Весы на февраль 2023 года. Посмотрим, что ждет Весов. Весы, первая декада месяца. Первая декада месяца для Весов. Дорогие мои Весы, смотрите, в первой декаде месяца у вас, знаете, какой-то у кого-то незакрытый вопрос из прошлого, да, из будущего хотела сказать. Из прошлого какой-то незакрытый вопрос, который висит в воздухе, либо вы думаете, что вы его решили, но, скажем так, те люди, с которыми вы этот вопрос обсуждали, они так не считают, что вы этот вопрос закрыли. То есть здесь вас возвращают в какой-то прошлый момент, возможно, в какие-то обстоятельства, в которых вы уже были ранее. Да? Это же не только говорит о каком-то деле. Это, возможно, какие-то чувства, в которые вы вернетесь ранее. Да? Либо это какие-то разговоры, которые раньше разговаривали. То есть это то место, которое вам достаточно знакомо. Вы раньше там уже были. И вот там что-то вы подумали, что сделали вы все верно, все четко, все правильно. Но оппонент ваш так не считает. И здесь как бы возвращение в этот момент и доделывание вот этих каких-то недоделок, либо что-то, возможно, надо объяснить, либо что-то надо доделать, какой-то процесс. И здесь, понимаете, вопрос в том, что вам это все по справедливости, то есть вы должны как бы честно в этом плане поступить, понимаете, даже, может быть, с кем-то поговорить. Но здесь вот король, рыцарь кубков, да, который говорит о том, что это, возможно, даже какая-то чувственная сфера. Возможно, вы с кем-то не объяснились. Возможно, это человек, который младше вас по возрасту, да, либо все-таки вы, возможно, ровесники с этим человеком. Но здесь такой момент, что человек сам по себе такой, ну, он очень романтичный, он очень чувственный, он очень пылкий, очень страстный. И, возможно, может быть, в какой-то конфликтной ситуации вы недостаточно там выразили какие-то свои чувства, или человеку просто непонятно то, что вы хотели сказать. И здесь вам нужно нести ответ, как бы вот с этим человеком вам нужно разобраться. И, знаете, тут такой ключевой момент, что вам надо поступить по справедливости. Может, знаете, как для кого-то даже не хочется возвращаться и разговаривать, и что-то там объяснять, да, какой там смысл типа в этих объяснениях, но здесь именно, что вы должны поступить честно, по справедливости, и чтобы как бы и вы, и ваш оппонент остались, ну, наверное, в компромиссной ситуации, так скажу. И здесь, смотрите, такой еще момент, карта справедливости, она очень такая непростая карта, да, и она, вот вы, если обратите внимание поближе, в одной руке держит меч, а во второй она держит весы. То есть здесь о чем, да, что вы должны это решение взвесить, обдумать все и принять верное решение. И такой момент, что если вы все-таки поступите нечестно, не по справедливости, да, то здесь может и меч рубануть. То есть, возможно, какие-то такие обрушатся то ли неприятности, то ли в дальнейшем это как-то отзовется на вас там неблагоприятно. То есть вот такой момент тоже имейте в виду, Весы, что карта справедливости не терпит несправедливости. Простите за тавтологию, но это так. Давайте посмотрим, что ожидает вас во второй декаде месяца. Февраль 2023 года для Весов вторая декада.
Вторая декада для вас знаменуется неким ожидательным процессом, либо вы ждете чьего-то решения, да, возможно, вот эта ситуация, которая в первой декаде не решилась, или все-таки вы поговорили, вы приняли какие-то там, возможно, доделали какие-то недоделки, если это какой-то работы касается, и вы ждете ответа, возможно. Вот здесь такой момент, что здесь, смотрите, шестерка пентаклей, да, это вообще как бы карта может быть, не может быть, это карта человека, который делится, да, который умеет распоряжаться своими деньгами, своим временем, своим ресурсом. То есть он такой щедрый человек, да, и здесь он может либо отдавать все, либо забирать все, да. Вот мы видим тоже, что у него весы, и он должен соблюдать этот баланс, он должен этому научиться. И здесь в этой ситуации вашего ожидания, вы понимаете, вы можете как бы либо отдать очень много энергии туда, да, либо, скажем так, ну, будете тратить свое время, свой ресурс на вот это вот выжидание, да, то есть вас это будет как-то немножко угнетать, что ли, вот это состояние какого-то ожидания. И здесь, смотрите, по карте мага, перекличка карты с картой справедливости, она говорит о том, что если вы здесь поступили честно, да, вы там, допустим, в чем-то честно признались, или честно доделали какую-то работу свою, то вот здесь вам воздастся, да, вы здесь получаете такую способность, такие какие-то перспективы, да, для вас вот здесь открывается, как будто, знаете, ваша дорога, ну все, вот она открыта, в какое бы направление вы ни пошли, вы там одержите победу. Но это только в том случае, если вы поступаете по справедливости. Если вы все-таки поступите не по справедливости, да, то здесь карта мага может отыграться в негативном значении, которое будет говорить о том, что вы можете сами себя разрушить, понимаете, вы можете нанести себе очень большой вред. Поэтому здесь как бы вот такой вот момент. Давайте посмотрим, что готовит вам третья декада месяца. Угу. Здесь, смотрите, вот то, что я вижу, для многих весов ваша декада первого месяца вы все-таки поступите честно. И для тех, кто поступает честно, да, в той ситуации, которая потребует вашего решения, третья декада месяца, о чем я и говорила, что награда, она не заставит себя ждать, да. Для многих здесь идет такой момент, что поступивши честно, возможно, вы кому-то что-то должны отдать. Это, ну, как бы вот такой вот большая вероятность, да, хотя здесь как бы касаемо и отношений, чувственная сфера завязана. Возможно, вы какой-то проект не завершили, ну не знаю, вариантов, конечно, может быть много. И вот здесь, смотрите, в тот момент, когда вы поступаете по справедливости, вторую декаду месяца вы еще находитесь в каком-то таком подвешенном состоянии ожиданий того, какой же вы все-таки получите ответ от вашего оппонента, да, то в третьей декаде месяца мы видим, что у вас наступает период благополучия. Для вас выпадает колесо фортуны, девятка кубков и девятка пентаклей. Эти карты говорят о том, что вы настолько будете довольны собой, вы настолько будете довольны с ситуацией, которая будет происходить, как будут развиваться события, вы настолько будете довольны вашим благосостоянием. То есть, понимаете, вот здесь, когда карту мага я описывала и говорила, что для вас открываются горизонты, вы можете, ну, грубо говоря, в любое направление пойти, и вы получите успех, то это так. И уже эти первые какие-то моменты вы будете ощущать в третьей декаде месяца. То есть, как вот эти перемены, они наступают в самом начале третьей декады месяца. И здесь вот, ну, карты очень хорошие. Но это в том аспекте, когда вы поступаете по справедливости. И смотрите, другая трактовка того, что вы поступаете нечестно, несправедливо, да, и по карте мага вы наносите себе вред, вы наносите себе урон, и вы как будто себя возвращаете в какую-то, ну, знаете, как на несколько шагов обратно, да, такое тоже может быть. И здесь колесо фортуны может отыграться совершенно по-другому. Обычно эта карта идет как бы, да, к благополучию, к успеху, но она может еще сказать и о том, что вы можете лишиться всего этого, понимаете? Поэтому здесь как бы вот еще я посмотрю картой совета, что она для вас скажет. Но здесь, конечно, решение принимать вам. Давайте совет для вас,
Для вас совет, дорогие весы, на февраль 2023 года, это все-таки, знаете, быть настолько честным, уверенным, да, мудрым в себе, то есть ощущать свою внутреннюю силу и, знаете, чтобы у вас был внутренний баланс и внутренний отклик, чтобы вы понимали, что принимая какое-то решение, вы несете за него ответственность. Король Пентаклей — это такой человек, который, знаете, он много чего прошел в этой жизни, он много чего знает, он много чему обучился, у него были и ошибки, и поражения, и успехи. И вот тут она говорит о том, что вы знаете цену ошибки, вы знаете цену, да, тому, что будет, если вы поступите нечестно. И вот здесь для вас опять-таки идет подсказка, даже в совете королем Пентаклей, которая говорит, что, ну, вы понимаете всю ответственность, которая лежит на вас за содеянное, за какой-то поступок, либо какую-то провинность, либо какие-то недоговоренности. И вот здесь как раз-таки ловите внутренний отклик, да, и понимаете, что поступая честно, вам воздастся в разы больше. Вот так я скажу. Вот такой расклад, дорогие мои, у меня получился для весов на февраль месяц. Дорогие весы, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите, как проигрывается расклад. Это очень важно, это очень ценно. Я это очень-очень ценю. Я вас благодарю за просмотр, благодарю, что вы досмотрели до конца. Желаю вам только позитива, только успеха, процветания, радости, улыбок. И желаю вам волшебства в каждом дне. Пусть ваш каждый день будет действительно маленькой жизнью. А я вас обнимаю, целую. До новых видео. Ваша Наталья.